Всем привет! Сегодня фильм «Модильяне», 2004 год. Автор сценария и режиссер Мик Дэвис. В ролях Энди Гарсия. Бюджет 14 миллионов долларов, сборы 1 466 000. Фильм провалился в прокате. Слишком нищий, слишком пьющий, слишком талантливый. Это то, что нужно знать о Модильяне. Годы жизни Модильяне 1884-1920. Он был итальянским евреем. Потом, как и положено художнику, жил и творил во Франции. В фильме вымышленная история про состязание между Пикассо и Модильяни. Почему этот фильм? Недавно я случайно наткнулась на роман Золя «Творчество» и от нечего делать прочитала в совершенно диких условиях. Освещение хреновое, холод собачий, но роман потряс меня своей глубиной и драматизмом. Роман не был экранизирован, во всяком случае, я не нашла, но книги не мой формат, поэтому Модильяне. Судьбы героев похожи. В творчестве несколько друзей приехали покорять Париж. Художник, скульптор и писатель. Главного героя художника звали Клод. Он знакомится с девушкой, влюбляется, у них завязываются отношения, она рожает ему ребенка. В Париже ежегодно проходит конкурс картин, но не все картины могут пройти отбор. Есть комиссия, в общем, Клоду очень трудно пробиться, но однажды его картина попала на выставку, но зрители ее освистали. Клод хотел привнести в живопись что-то новое. Он был талантлив, но ему не хватало какой-то гибкости. Например, на картине, которая называлась «Пленэр», были размещены и обнаженная девушка, и одетый молодой человек. Зрителям показалось, что это недопустимо. Он с женой и ребенком уехал в деревню. Они жили на ренту в 1000 франков, вполне себе прилично. Жили, но потом Клод заскучал, ему снова захотелось в Париж, снова участвовать в выставках. Жена, видя это, стала собираться в Париж. Надо отметить, что жена настолько любила и поддерживала мужа, что даже ребенок ей был в тягость. После переезда начались проблемы. Клод впал в депрессию, картин на продажу не было. Он опять затеял масштабную работу, но все как-то был недоволен собой. А тут еще внезапно умер ребенок, все катилось в тартарары. И однажды ночью уже под утро он повесился. Жена свихнулась. Золя, оказывается, был чуть ли не членом отборочных комиссий. Не все там было честно и прозрачно, и он писал даже по этому поводу разгромные статьи. Поэтому он знал, про что писал, описывая судьбу Клода. Так и Модильяне. Болел туберкулезом, пил, курил, плохо питался, денег не было, не мог содержать собственного ребенка и жену Жанну Бютерн и умер в 36 лет непризнанным гением в нищете. Сейчас его картины стоят бешеных денег. Я ничего не понимаю в живописи, но в фильме есть эпизод, когда представляют картины Пикассо и Модильяне, где изображена Жанна. Так картина Модильяне полна очарования в своей кажущейся незаконченности. В фильме показывают Пикассо, Ренуара, которые успешны, богаты. Почему одни при жизни добиваются всего, а другие нищенствуют? Не умеют вести дела? Кто-то скажет, сам виноват, не надо было пить, курить, употреблять запрещенные вещества. Я не знаю, вернее знаю, да, не надо было, но у каждого своя судьба. Может, без всего этого не было бы этих замечательных картин Модильяне. А как наших героев любили жены? Одна сошла с ума, другая шагнула или вывалилась из окна, будучи беременной. Почему-то сердце сжимается от боли и слезы льются, и так жаль всех. Хотелось бы отметить эгоизм наших героев. На жену ребенка плевать. То есть, наверное, не плевать, но допускать, что им нечего есть, к примеру. А может, как раз дело в выборе жен, которые не просто слепо любят, а умеют направлять творчество мужей в нужное русло. В Париже из-за нехватки денег Клод с семьей переехал в почти сарай, где были щели и гулял ветер. Жена позировала часами на холоде, потому что опять-таки не было денег на натурщицу, да и жена ревновала. Что в фильме, что в книге, я чувствую такое смертельное отчаяние. Ну нарисуй ты шею покороче и заработаешь. Ну нарисуй ты всех в одежде и получишь одобрение публики. Нет, они так видят и чувствуют. Сидя в теплой комнате и не будучи голодным, не можешь понять, почему талантливый художник не может обеспечить себя каким-то минимумом. Не надо жить во дворце и жевать рябчиков, ну хотя бы не голодать и не мерзнуть. Может, в фильме выдуманная история про соперничество Пикассо и Модильяне, но успешные люди всегда в душе презирают неудачников, даже если признают их талант. А неудачники снисходительны к успешным, так как думают, что успех приходит к тем, кто придает свое видение в угоду толпе. В финале фильма, когда Модильяне избивают, звучит музыка, такая душещипательная. Я ее восприняла как реквием по умершему Модильяне. И так ком в горле, я ревела в голос. И почему такой хороший фильм, а кассу не собрал? Всем рекомендую фильм «Модильяне» и роман «Золя. Творчество». Веселья и радости ни фильм, ни роман не прибавят, но может научиться страданию. Мне показалось, что за последние 20 лет лучше творчества я ничего не читала. На этом все. Всем пока.